Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, добра, благополучия и крепкого здоровья вам обязательно. Ну как же по-другому? Так, давайте посмотрим сегодня на пороге, какие события вот есть уже, допустим, или вот-вот будут, да, которые действительно принесут перемены. Ну, иногда хочется перемены, а может быть даже всегда, естественно, в лучшую сторону, да. Может быть везде, может быть в каких-то определенных моментах хочется перемен. Будем смотреть, да. Ну вот что уже на пороге или скоро будет. Ух, какие крыски, мышки около вас прыгают. Если есть у вас сестра не ваша, а вашего мужа, жениха, может быть, знакомого мужчины, вот его сестра, она вам завидует. Она очень сильно завидует вашему жизненному пути и вашему облику. Вот как вы выглядите, как вы чувствуете эту жизнь. И да, она как мышка около вас. Она может что-то и за спиной наговорить не очень, и, возможно, даже что-то делала когда-то. Вот что-то есть такое вот. У меня как видение сразу. Еще карты не разложила, уже вижу картинки. Думайте о себе, проговорите свое имя. Давайте посмотрим, что карты про вас расскажут. Ну, чтобы вы понимали, ваш расклад или нет, узнаете себя или нет. Итак. Большое сердце у вас очень сильно. Распыляетесь на всех, кому можно помочь. Но есть проблемы в доме. Есть плохие люди, которые пытаются... Ой, у вас нервов много сейчас. Есть плохие люди, которые хотят в ваш дом залезть. Именно какие-то плохие люди. Не просто там что-то. Нет, у вас будущее хорошее. А здесь вы уже знаете, что иногда надо выметать, иногда надо прогонять, иногда надо просто им рот закрыть, да, вот этим людям, которые лезут к вам в душу. Вы делали чистку. У вас есть талисманчик, или был когда-то, но вот что-то типа этого есть. У вас и был, и есть, и будет оберег, ну, больше как с небес. Ангел какой-то вот. Сейчас это доложу и спрошу именно. Ангел вас оберегает. У кого-то из вас несколько ангелов-защитников. У кого-то один, но очень сильные. Не падай, не падай, не падай. От дьявола защита идет. От дьявола. Ангельская защита. Ангел. Очень сильный мужской дух. Очень сильный. Мужчина. Сейчас именно вот последний раз, когда с вами что-то произошло, вот в последний раз что-то было, может упали, может спотыкнулись конкретно, может кто-то действительно в душу так, как там потоптался, и вам было действительно плохо. Может быть идет какой-то действительно страх что-то потерять, и потому что кто-то лезет. Вот что было, где вы действительно испытали стресс или испытали какой-то негатив. Вот именно от этого дьявола вас защитил ангел мужской энергии. Пусть будет там все хорошо. Пусть будет там на небесах все хорошо у них. Ну, здесь четко ответ. Прям выпрыгнули карты. Потому что такое есть. Если крест, метла и гроб, это еще из лиса, которая грызет уточку. Это значит, да, в вашей жизни есть и плохое, и слава Богу, защита хорошая.
Большое сердце у вас. Вы, кстати, очень талантливый человек в своем деле. Вы многое понимаете, вы можете молча смотреть и видеть людей. Просто вот кто как посмотрел, кто как сказал. И, кстати, вы тоже умеете, ничего не говоря, просто посмотреть, и люди уже поймут, что вы хотите. Не всегда применяете кое-что в этой жизни, да, но у вас есть очень интересный талант. Цветы, букет вот в этой стороне, и рыбки, и заключение как собачка — это прекрасное завершение вот общего фона, да. У вас любовь, и вы даете, и к вам будет идти обязательно, потому что здесь цветы, букет. Букет яркий, красивый расцвет. Вот как цветы расцветают, да, расцвет вот этот идет разными красками. Денежки прибавления ждите. И очень хороший человек рядом с вами. Вот либо есть уже, либо скоро появится. Очень хороший человек. Прям ваш по жизни. Угу. Сейчас еще посмотрю кое-что. Дух, ангел, дух ангела говорит, что... Сейчас, одну минутку. Максимум, уж извините, но я скажу. Обычно я не делаю такие большие на длительное время расклады, но я вижу здесь 18-й месяц. Ну это как? Это через год и плюс еще там, да? Через 1,5 года получается. Вы встретите то, что вас уже никуда не отпустит. Я не знаю, что это. Это любовь, это радость, это человек, кто, да? Это хорошая работа, это переезд очень сильный, конкретный. Это завершится какое-то строительство. Вот после этого момента жизнь начнет как в радости, мире и победе жить. Это самый такой длительный срок. Но можно сказать и 18 дней, можно сказать 18 недель. Ну, как-то так. Естественно, не 18 лет, уж и на это я точно не беру гадать, потому что, ну, в этой жизни многое что меняется, потому что Вселенная не стоит на месте, что-то может сказаться, кто-то поступит по-другому, и многое поменялось. Вот такое вот бывает. Но здесь как-то так. Луна — это как, ну, месяц, да, и в то же время ночь. Дни, недели и месяцы, не год, не года, в смысле. Вы как из тяжбы какой-то выйдете, вы как будто вот вас ангел этот все это время будет защищать и вести. Возможно, будет какая-то трудная минута. Да, трудный какой-то момент, трудная ситуация, но вы из нее выйдете. Вам еще жить и жить, радоваться и радоваться. Дальше давайте смотреть. Так. Ну, расклад о переменах. Перемены идут. Перемены идут в вашу жизнь. Цветы, рыбы и рассвет солнца. Вот так выскакивают. Вот вы. Ну, мужчина, если смотрите, немножко переставляйте на себя, да, немножечко перекручиваете. Энергия по-любому, вот здесь на ютубе у меня, она именно такая сильная, для вас предназначенная. Вот деньги, деньги, деньги идут к вам, деньги идут к вам. Знаете, перемены, вот если уже несколько раз эти рыбки выходят, перемены идут, еще одна. Ключ к новым возможностям, очень длительные перспективы, новая дорога и защита древа вашего рода, да, и хороший человек.
хорошие события. Смотрите, перемены придут, если по поводу действительно денег, да, то перемены придут не через обычную зарплату, а через ресурсы других людей. К вам кто-то придет и откроет для вас, поможет открыть для вас дверь. У вас ключик есть, но кто-то вам еще и вот поможет. Это, смотрите, это может быть защита вот каких-то последствий, да, кто-то предупредит вас в чем-то. Это может быть закрытие старого долга, это может быть инвестиции в идею какую-то, это может быть выигрыш, ну не знаю, гранта, просто лотереи, и может быть внезапная помощь какого-то спонсора, выплата каких-то денег, соц, допустим, да. Но это будет как первая ласточка больших перемен для вашего кармана. Я скажу так именно. Вот так. Это прекрасно. Это прекрасно. Вот такие перемены у вас на пороге. Что еще карты скажут? Опять крысы выходят. И змея рядом. Их крест. Ух, после крыс и змеи крест выходит. Это их крест. Вот они, если бы они не делали плохо, они бы свой крест, как все люди, несли. Но крест был бы интересным. Где-то плохо, где-то хорошо. А у них идет по вот этому кресту обратка. Конкретная обратка. Ваши недруги, завистники с Божьей помощью, с какой-то еще помощью будут получать свою, вот все, что вам хотели переслать, дать, все вот это будет на них сыпаться. Вот этот бумеранг просто по лбу каждого. Это вообще сочетание сильное. Нет, ну вы же не желаете врагам плохого. Пусть только бумеранг летит. Вот и хорошо. Как-то так. Мужчина. Звезды. А скоро у вас будет встреча с мужчиной, который вам звездами, судьбой предназначен. Встреча с мужчиной по судьбе. И букет рядом, он с букетом, и этот букет как символ долгих-долгих красивых отношений. Вот такие перемены к вам идут. Что еще карты скажут? Ага. Застоявшаяся холодная по кораблю. Отрубаете, время пришло. Видите, как коса и часы такие песочные. Не отрубайте, не рубите сгоряча в ближайшее время. Кто-то будет разговаривать с вами по какому-то вопросу. Не рубите сгоряча, переслушайте, прослушайте себя еще раз. Ну, не знаю, поймите, да, что вы хотите, что вам советуют, и примите правильное решение. Но я вижу у вас дороги. Дороги — это выход из чего-то застоявшегося, холодного и ненужного вам. По косе вы это срубаете собственным упором, собственным пониманием и уверенностью. Время пришло менять свою жизнь. Да, у кого-то будет перемена связана с резким изменением, это выход из кризиса. Вот смотрите, резкий кризис, вот, который выглядит, вот, допустим, как катастрофа, да, например, конфликт с человеком, с которым работаешь, человеком, с боссом, допустим, да, с начальником, конфликт какой-то, может, намечается, может быть, был уже. Может быть, конфликт с каким-то родственником, конфликт с мужчиной, да, у мужчины с женщиной. Вот смотрите, вот этот резкий кризис, который был или даже, может быть, будет, на самом деле это пинок к созданию своего счастья или своего дела. Вот реально. Потому что из холодного пришло время выходить. Если вы до сих пор держите в душе любовь к человеку, которого рядом нет, это больно, это
катастрофически больно, скажу так. Но это пинок, который вот вам показывал или вот-вот покажет, да, что все, время пришло, время пришло. Ты должен идти своим кораблем. Ты очень счастливый человек по судьбе. Время пришло. Что-то действительно переосмыслить. Ну, смотрите, если действительно вы вот на днях с кем-то поругаетесь, и это будет толчок к реальному пониманию: все, хватит. Надо делать теперь вот так, а не как всегда. Вечно я смягчаю все, вечно иду на уступки, вечно думаю, что ничего, еще чуть-чуть, и все изменится. Нет, пришло время что-то реально поменять собственными мыслями, руками, ногами, ну что-то типа этого. Потому что вот это вот холод, этот застоявшийся, ну это не ваше. Это не ваше. Если у вас такое было, то вспомните и будете готовы к переменам. Либо реально сегодня, завтра, послезавтра, вот сейчас уже как на пороге что-то случится. И это будет как пинок, это будет как толчок к конкретным переменам. Перемены будут шикарные. Однозначно шикарные. Ну потому что еще и в начале, в самом, вышел ангел ваш. Ну, может быть, это дедушка, прадедушка, прапрадедушка. Может быть, кто-то еще с небес вот так вот сильно вас оберегает. Вот от этих мышей, которые лезут вечно в вашу жизнь. Что еще на пороге? Что еще карты скажут? Дерево опять. О, это дерево холода. Да, под снегом, в темноте. Ну да, луна светится. Это прекрасное тоже время. Вы живете, по-любому живете. Просто вот спячка иногда бывает, образно говоря, зимняя, да. Вот. Но если после дерева корабль, все, время пришло. А здесь вот после этого, да, идет уже зеленое дерево, дорожки такие вот. Так, а что здесь с тобой, зелененькое дерево? Ключик из сундучка. Так что будете там еще открывать сундук, на дереве висит который. И совом каким-то иголочку поломаете. Угу. Так, что еще? Ну, по всем этим картам, да, у вас за спиной сплетники есть и будут всегда. Нужно просто не обращать внимания. И да, в вашей жизни будут люди, которые будут вас провоцировать. Но есть люди, которые ни на что не обращают вообще никогда внимания. А есть люди, которые должны к этому приспособиться. Вот как бы по картам у вас есть ключ к пониманию этого, и вы сможете просто оставить их там где-то. Пусть они обсуждают, пусть они провоцируют, пусть они что-то там плохое говорят, прямо даже в лицо иногда. Не обращайте внимания, они будут. Они реально будут. Они за вами бегают. Вы очень видный человек, потому что у некоторых людей таких людей нет. Мало таких, которых не трогают, очень мало. Но они, видимо, сами по себе, они, не знаю, даже не знаю, как их описать. Но за вами люди бегают, потому что вы видная личность, видная энергия. Вот. Хочется, чтобы, конечно, к вам прибежали хорошие люди, но и такие тоже будут, когда место освободится. А место освободится, когда вы просто будете иметь в виду всех, кто вам плохо делает. Еще по этим картам хочу сказать. Сейчас я дополню еще 3. Здесь как будто бы вы бросаете... Подождите, у вас есть мечта детская или хобби? Змеечка. Ух, медведь, но это толстенький медведь. И рыбы. Кто вам перечеркнул вашу мечту когда-то? Вот какая-то змея. Может быть, какая-то ситуация, может быть, какие-то люди, какой-то человек. Но вам что-то перечеркнули. И вы другим жили. Это может быть хобби, которое там в детстве осталось. Это может быть
мечта о том, что вы хотели, допустим, стать фотографом, а стали, ну, не знаю, юристом, да, вот, ну, что-то в этом роде. Так вот, пришло время, чтобы это хобби, эту мечту воплотить в реальность заново. И поверьте, через время это будет приносить вам здоровье, потому что психика будет восстанавливаться, и даже деньги у кого-то. Да, хорошие деньги. Потому что всему свое время. Время пришло забрать что-то, то, что оставили. Потому что это у вас было. Значит, этому вас учили уже с детства. Что это тоже тебе поможет когда-то. Денежки. Медведь проснулся и уже наелся. Он не зимний медведь, он летний. После вот этой вот змеи, да, кто-то забрал. Ну как? Может быть, кто-то сказал: нет, туда не ходи учиться, сюда иди. И вы оставили свою мечту. Либо кто-то сказал: вот здесь работай, а не там. Нет, здесь живи, а не едь туда. Нет, зачем тебе это хобби? Вот. Выкини это все и живи вот домом, там, семьей, да. Ну, типа этого что-то было. Может быть, еще даже что-то другое. Так вот, время пришло с ключиком идти, открывать свои пути, потому что у тебя идет выздоровление, приобретение долгих лет, еще плюс, потому что здоровье покрепче будет, чем у других, чем у этой змеи. Вот. Ну, может быть, не у нее, а еще у каких-то там врагов ваших, да, если кто-то реально что-то вам испортил. Либо просто здоровье восстановится. И денежки, прямо вам в дом денежки, в ваш кошелек. Потому что тут дом, еда домашняя, стол, да, и аквариум. Не где-то там, что вот пришло, ушло. А вот к вам в руки идет. Вот так вот. Такие перемены ждите для себя. Ну и в принципе давайте посмотрим напоследок, что еще карты скажут. Да? А в следующем раскладе еще посмотрим, что еще будут карты дополнять, говорить. Ну, допустим, исполнится ли то, чего вы ждете. Такой расклад могу сделать. Что вы тут? В дом ваш приходит стабильность. Вот этот якорь, его не спихнуть с места. И он на суше, он на виду. Значит, то, что вы хотели, к вам приходит. И уже вас не спихнуть с вашего места, с вашего счастья. Скажу так, ну раз они вместе вот так именно вышли. А третья карта. Солнышко. Правильно. Солнышко, рассвет вашей жизни. Кстати, если вы жаворонок, это вообще ваша стихия. Да, рано вставать, когда солнышко встает только, еще тихо везде, машины не ездят или что-то типа этого, да, это ваше время. А если вы все-таки поздно встаете, хотя бы один день встаньте раньше, вот именно рано, когда солнышко встает, один день хотя бы, и вы почувствуете, что есть прилив силы, прилив даже мыслей и желания, которые вот давно-давно где-то там в морозной корочке стояла. Угу. Вот так вот. Что еще карты скажете? Так, новости какие-то скоро будете... Да, в ваш дом. В ваш дом какие-то новости придут. Будете их обсуждать, слушать, либо что-то решать. Какой-то вопрос интересный. Ну, вам предстоит принять, кстати, вот по вот этим картам, вам предстоит, мужчина, говорю, перестраивайте немножко на себя. Вам предстоит сделать выбор в скором времени, очень скоро, и принять какое-то решение, которое будет вам в ваш дом во благо. Карты вот эти вот указывают, что есть необходимость определиться, стоит ли принимать какие-то предложения или изменить в жизни, ну, хотя бы чуть-чуть чего-то. Вот такое вот решение будет. Потом открываются какие-то новые возможности после принятия этого решения. Вот что вы примете, что вы обсудите, что вы будете, вот может услышите и сами по себе подумаете, да? В вашу жизнь придут перемены, новшества, которые принесут радость.
Ребенок будет радовать вас. О, а тут крест выходит с, опять же, желание хорошего будущего, потому что тут всадник, который сейчас должен прийти, а это в будущем. И ребенок. С одной стороны, у вас душа детская, вот, молодая такая, да, поэтому это вам как в пользу, как в помощь вашей жизни. И ждите именно хорошего, вот хорошего из вашего будущего. Вы будете радоваться. Дети будут счастливы в будущем. Сейчас еще вот цветы. Пока так. Жизнь, ну, по цветам жизни, ого, сколько еще, продолжается и продолжается. И знаете, после периода раздумий действительно и преодоления трудностей стоит ждать реально чего-то хорошего. Единственное, что тут скажу, раз крестик таки выходит, да, но это очень сильная карта, вот с этими картами для вас, как на удачу. Действительно, как подсказка, что подожди, хватит думать о плохом. У тебя очень много впереди, шикарного даже так. Но карты настоятельно здесь рекомендуют не переутомляться, вот как всадник из будущего, да, как ответ из будущего, чтобы вот быть счастливым за себя, за свое поколение, да, вот. Советуют не переутомляться. Да, вам надо следить за здоровьем, особенно, ну не знаю почему, давайте здесь посмотрю. Мне идет, ну видите, как тут на костылях, холодно и согнувшись. Ну смотрите, я чувствую, вот следите за поясницей, следите за зрением, вот. Успех, он в ваших руках. Он придет в свое время обязательно. Просто обязательно. Но если вы слишком сильно будете гнаться и гнуться за чем-то, да, вы действительно можете вот упустить момент, затянуть это время, да, когда вот действительно вот так. Но это вот состояние чрезмерного напряжения. И вот и в этом состоянии вы действительно будете вот идти в пустоте. Как только вы действительно реально себя начнете или для себя, вот как Паш, хотя бы по чуть-чуть что-то менять, в понимании, даже утречком вот действительно проснуться, умыться и расслабиться, хотя бы на чуть-чуть, а потом опять, да, что-то делать, но не гнаться сильно, ну а что? Сегодняшний день — жизнь. Вот, тогда у вас здесь реально по чуть-чуть, но букет жизни расцветет так, что будете счастливы. Вот. Так что предупреждение, да, есть. Новые дороги у вас открыты. Однозначно. Все. Ну, давайте совет еще по этим 3 картам. Так, эти уберу. Совет, в принципе, я уже сказала, да, за здоровьем. Ну, напоследок, вот так, напоследок. Вот по этой карте 100% не для всех, но для кого-то очень важно именно сейчас начать думать о том, где вы работаете, надо ли этого. Либо расслабиться немножко и воспринимать это как интерес, радоваться хотя бы тому даже, что тяжело. Ну, я не знаю, как это сделать, но, может быть, получится. Либо действительно поменять работу. И у вас реально получится. Ну, тут потому что вот это сад и сад с болотом. Это люди, с которыми вы, допустим, работаете. Может, сама просто, да, где деньги хочется взять, а вечно в болото все уходит. Вот это как напоследок, вот постарайся подумать, где тебе интереснее. Может, действительно хобби надо или там детскую мечту воплотить, да, какие-то курсы пройти или хотя бы по интернету посмотреть, что там по поводу этого, да, может быть, получится. Реально, вот как будто получится. Вот не засиживайтесь в этом болоте, потому что у вас столько перспектив. Дальше. Но книга жизни у вас пишется. Книга жизни большая, книга жизни пишется. И 3-я карта. Денежки. Денежки.
Денежки, которые вот там вот аквариум приходил, это к вам вот в карман приходят по какому-то определенному вопросу. А вот это вам по жизни. Вы по судьбе, вот она, книга. Книга денежная. И у вас все будет хорошо. На дне колоды лиса. Ну, лисы тоже есть. Хотя лиса, может быть, получит свой холод. Может быть, кто-то хотел вас держать в каких-то, ну, вот в чем-то плохом, чтобы у вас всегда был вот этот холод, затишье, одиночество. Ну, затишье, с одной стороны, хорошо, когда тихонечко все такое затишье. Вот. Но с другой стороны, иногда надоедает, да, если это слишком уж затишье в чем? В новостях о хорошем, да, все никак и никак. В общем, есть лисы, но они свой холод получат себе в обраточку. Кстати, если это на дне колоды, они уже получают. Они уже получают разочарование и свои проблемы. Есть такое. Ну, все, на сегодня точно все. Вот. Желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, что вы отсюда взяли для себя какой-то ключик или какую-то изюминку такую, да, что вам именно подходит, и все вот как вот откроете для себя действительно. Но здесь сам расклад вам открывает уже. Как я всегда говорю, потому что я читаю молитвы, обязательно, что вся энергетика, которую вы сейчас вот вы прослушали и почувствовали, может быть, или просто она пришла с этим раскладом сейчас к вам, она вам как помощь будет всегда. На моих раскладах на Ютубе, только на Ютубе будет как помощь эта энергия. Пишите комментарии, принимаю, исправляю, не знаю, там что хотите, пишите. На пороге перемены, да. Вот что хотите, пишите. Это как связь, просто как связь. Ставьте лайки, если не трудно. Мне это приятно очень сильно. Очень сильно, и ваши комментарии превосходные. А если для меня, это вообще супер. Спасибо огромное вам в миллион раз больше пожеланий хороших. Вот. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Можете рекомендовать кому-то, мне тоже будет приятно, но и вам тоже как связь будет такая, тоже вложение чуть-чуть, да? Вот. За спонсорство спасибо. Если кто сейчас дослушал до конца, до сих пор со мной, если кто вот хотел спросить, спрашивайте, да, как спонсорство подключить. Честно, не знаю, потому что в разных странах по-разному. Там уже как-то сами разбирайтесь, я не знаю, как и что говорить. Вот. Все. На сегодня точно все, но я с вами на связи. И оставайтесь, встретимся скоро. Всего хорошего.